Ричард Холмс, 63-летний владелец ресторана «Сильвер Харбор», каждое утро начинал с наблюдения за улицами Чикаго через панорамные окна зала. Он выстроил свой бизнес на дисциплине и требовательности, пройдя путь от рядового работника до хозяина известного заведения. Для него порядок и эффективность всегда были выше эмоций, а ошибки недопустимы. Однажды в его ресторан пришла Мэри Уилсон, женщина 55 лет, потерявшая работу после закрытия фабрики. Она воспитывала внука Томми и desperately нуждалась в стабильном доходе. У нее не было опыта работы в сфере обслуживания, но была готовность трудиться и учиться. Ричард собирался отказать, однако что-то в ее спокойствии и внутреннем достоинстве заставило его дать ей испытательный срок. Первые дни подтвердили его сомнения. Мэри медленно привыкала к темпу, путалась в заказах, и управляющая Сара Миллер регулярно докладывала о ее ошибках. Тем не менее Ричард не спешил с решением, сам не понимая почему. Постепенно он начал замечать, как посетители задерживаются у столиков, где обслуживала Мэри, как она внимательно относилась к пожилым гостям и детям, создавая вокруг себя ощущение уюта. К концу испытательного срока стало ясно, что, несмотря на недостаток скорости, Мэри приносила в ресторан нечто более ценное – человечность. Это заставило Ричарда пересмотреть собственные принципы. Он вспомнил свое прошлое и людей, которые когда-то дали шанс ему самому. Мэри осталась работать в ресторане. Со временем она стала увереннее, а атмосфера Сильвер-Харбора изменилась. Гости возвращались все чаще, привлекавшиеся не только кухней, но и теплом, которое ощущалось в зале. Ричард стал больше времени проводить среди посетителей, наблюдая за живыми людьми, а не за показателями отчетов. Спустя год ресторан приобрел особую репутацию места, где ценят каждого. Мэри продолжала работать, ее внук делал уроки за дальним столиком, а сам Ричард окончательно понял, что настоящий успех заключается не в строгих правилах, а в умении видеть в людях их свет. Именно этот урок стал самым важным в его жизни.